нигилизм. Экзистенциальный нигилизм – это философская теория, согласно которой жизнь не имеет внутреннего значения, смысла или ценности. Что касается Вселенной, экзистенциальный нигилизм предполагает, что отдельный человек или даже весь человеческий вид незначителен, не имеет цели и вряд ли изменится во всей полноте существования. Согласно теории, каждый индивид – это изолированное существо, рожденное во Вселенной, лишенное возможности знать почему. Присущая жизни бессмысленность в значительной степени исследуется в философской школе экзистенциализма, где человек потенциально может создать свой собственный субъективный смысл или цель. Из всех видов нигилизма экзистенциальный нигилизм получил наибольшее внимание. Идея о том, что смысл и ценности не имеют под собой оснований, является формой нигилизма. Экзистенциальный ответ на эту идею заключается в том, что смысл – это не вопрос созерцательной теории, а вместо этого следствие вовлеченности и приверженности. Стремление описать человеческую ситуацию, чтобы создать жизненный взгляд и создать смысл, который был бы обобщен, как хвастаться, напрягаться, беспокоиться и обманывать себя, насколько это возможно. Наша жизнь не имеет значения, бесполезно искать или утверждать смысл там, где его нельзя найти. Экзистенциальные нигилисты утверждают, что, честно говоря, нужно столкнуться с абсурдностью существования, что в конечном итоге наступает смерть, и что как религия, так и метафизика являются просто результатом страха смерти. По словам Дональда Кросби, нет оправдания жизни, но и нет причин не жить. Те, кто утверждает, что находят смысл в своей жизни, либо нечестны, либо заблуждаются, в любом случае они не в состоянии противостоять суровой реальности человеческих ситуаций. Как писал Фридрих Ницше, давайте подумаем о мысли в ее самой ужасной форме, о существовании как таковом без смысла и цели, но неизбежно повторяющемся без финала в ничто, вечное возвращение. Это крайняя форма нигилизма, ничто бессмысленное навсегда. Экзистенциальный нигилизм – часть западной интеллектуальной традиции. Экзистенциальный нигилизм начался с Гегеси. Гегеси – древнегреческий философ, представитель Киренской школы. В эпоху Возрождения Уильям Шекспир красноречиво изложил точку зрения экзистенциального нигилиста в пьесе «Макбет». Артур Шопенгауэр, Сёрен Кierkegaard и Фридрих Ницше, про них есть видео на канале, я оставлю ссылки, развивали эти идеи. Ницше стал главной фигурой в экзистенциальном нигилизме. Атеистическое экзистенциальное движение распространялось во Франции в 1940-е. Эту тему обсуждал также Альбер Камю. Про Камю есть видео небольшое на канале, я оставлю ссылку. Другие фигуры включают Мартина Хайдеггера и Жака Derrida. Жак Derrida, про него есть видео на канале, я оставлю ссылку. Кроме того, работа Эрнста Беккера «Отрицание смерти», получившая Пулитцеровскую премию, представляет собой сборник мыслей об экзистенциальном нигилизме. Как пишет Алан Пратт, общей нитью в литературе экзистенциалистов является преодоление эмоциональных страданий, возникающих в результате нашего противостояния небытию, и они потратили огромную энергию, отвечая на вопрос о том, возможно ли это пережить. Их ответом было «да», отстаивающая формулу страстной приверженности и стоицизма.